Все, что нам понадобится, это вода, поролон, раствор и мастерок. Кладка выполнена с пустотами швов. То есть на данную площадь у нас ушло 4 мешка сухой смеси. У меня огромное количество печей выполнено именно в этой методике. Я понимаю то, что многие скажут, то, что вот так, деревня, там, надо делать совершенно по-другому. Я прекрасно вас понимаю. То есть у нас есть расшивки, то есть я вам сейчас, если ее найду, покажу. Что мы изнасиловали расшивку, то есть, ну ничего не идет, то есть я 4 часа как бы помучился, не работает. Потом голоса в моей голове сказали мне: Макс, ты же все это знаешь, то есть я начал делать своим методом, то есть и как бы вот на весь этот объем работы, то есть у меня ушло, грубо говоря, 2 дня. Сегодня будем использовать смесь Плитонит Супер Камин для внешних работ, не для внутренних, для внешних. Пользуйтесь перчатками, смеси все равно содержат добавки, то есть и очень хорошо сушат руки. Смесь замешивается 1 к 5 примерно, то есть килограмм сухой смеси, то есть 200-250 грамм воды. Смесь должна быть достаточно густая, то есть она не должна быть влажной. Швы надо обеспылить и желательно, то есть увлажнить. То есть кисточкой их протерли и водичкой сбрызнули немножко. То есть я сейчас просто помочу кисточку, мне этого будет достаточно, потому что до этого я их пылесосил. А дальше берем раствор и просто заполняем швы на всю глубину. Я понимаю то, что некоторые могут сейчас упасть в обморок, но это кирпич не ручной формовки, то есть у него пор нету. Достаточно плотный кирпич. Я раньше наносил смеси цветные в швы, когда снимал фаски первую и вторую для увеличения толщины шва, чтобы зрительно он казался 2 сантиметра, как у финнов. И эти технологии мне хорошо знакомы. То есть вот такие моменты очень неудобные для расшивки. Но на самом деле так вот проще, быстрее и может быть даже и качественнее. Смесь крупнозернистая, она для таких целей очень хорошо подходит. То есть у нас здесь достаточно, то есть широкие швы. Смеси работают прекрасно, то есть это достаточно качественные, хорошие, надежные материалы. Я прям поверила. Ну, на самом деле так оно и есть, то есть я как бы никакой рекламы, абсолютно верно. То есть я вам показываю то, с чем я все время работаю. Сейчас начинается вымывание на 10 вод. Если вы хотите сохранить чистый кирпич, мойте чаще, меняйте поролон чаще. И все получится. Протирайте сначала швы, чтобы раствор ушел из швов. Потому что когда вы будете проходить по плоскости кирпича, швы будут выходить наружу. Вот, в общем-то, и все. Мы получили все, что мы хотели. Вот красивый, насыщенный, мокрый цвет. Но когда он высохнет, он будет белый. Но в дальнейшем на этом объекте мы будем его нормализировать именно в такой. Но это уже другая история.